Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. Сорванные крыши, парализованный городской транспорт и травмированные деревьями люди. 12 июля 2025 года Харьков пережил одну из самых больших непогод за последние годы. Но такие стихийные бедствия случались в городе и раньше. Вспомним самые мощные погодные неприятности, которые нанесли немало ущерба городскому хозяйству. Харьков находится в зоне умеренного климата, поэтому такие катаклизмы, как землетрясения, масштабные наводнения и торнадо в городе маловероятны. Но бывает, что спокойная погода лесостепи удивляет аномальными явлениями. Так вышло и 12 июля. Таких мощных ливней, сопровождавшихся ураганным ветром, в Харькове не было не менее 5 лет. Шквальный ветер достигал 30 метров в секунду. По данным мэрии, упало около 1200 деревьев. На 20 маршрутах городского транспорта прекратилось движение, травмы получили 5 жителей города. Почти все последствия непогоды удалось ликвидировать до следующего вечера. Но так бывало не всегда. Стихийные бедствия в Харькове бывали куда более разрушительными. Например, авария на Диканевке. 29 июня 1995 года ничего не предвещало катастрофы. Утро было солнечным, но после обеда над городом нависли тучи. Обычное явление для харьковского лета. Всего через несколько часов на улицах произошло наводнение. Сильный дождь лил несколько часов. Реки, несшиеся по Сумской и Клочковской, сбивали с ног прохожих. В некоторых местах по крыше затопило припаркованные автомобили. Остановилась Салтовская линия метро, потому что в переходах бушевали потоки. Не могли проехать по улице трамваи и троллейбусы. По данным гидрометцентра, всего за час стихии выпало 72 мм осадков, втрое больше, чем во время обычного дождя. Но, как оказалось, хуже всего было впереди. Ливневые стоки были не рассчитаны на такое количество воды, да еще и чистили их в те времена нечасто. И вода затопила машинный цех диканевских очистных сооружений и парализовала их работу. Сточные воды понеслись в Уды, а оттуда в Северский Донец, сделав его непригодным к водозабору. Водопровод и канализацию в городе отключили. Питьевую воду развозили цистернами, не более 2 ведер в руки, а с туалетными нуждами харьковчане справлялись самостоятельно в зеленых зонах. Над 1,5-миллионным мегаполисом повисла угроза холеры. Через месяц канализацию частично починили и коммунальные услуги возобновили. Но еще много лет, каждым летом во время грозы харьковчане дрожали от плохих предчувствий. Хотя бы снова выдержала Диканевка. Только в 2013 году, почти через 20 лет после катастрофы, на станции ввели в эксплуатацию 5 насосных агрегатов, которые способны работать даже под водой. С тех пор неприятностей во время ливней в городе не было. Мы хорошо помним 1995 год. Тогда сильный ливень вызвал аварию на Диканевских очистных сооружениях. Харьков на месяц остался без воды. Цистерны во дворах, очереди, духота, угроза эпидемии. Полноценное восстановление продолжалось десятилетия. Ту ситуацию сравнивали с Чернобылем по масштабу последствий. На этот раз удар стихии был сильнее, но мы справились быстрее, четче и лучше. Самое главное, что ни один объект критической инфраструктуры не вышел из строя. Так сравнил 2 ливня городской голова Игорь Терехов. Харьков помнит и более сильные ураганы, которые, хотя и не повлекли за собой коммунальный паралич всего города, но нанесли немалый ущерб и убили людей. Первая из этих сверхмощных бурь произошла в ночь с 14 на 15 июня 1974 года. Дождь и град не привели к серьезным последствиям. А вот шквальный ветер превысил 30 метров в секунду. При такой скорости воздух сбивает бетонные сооружения. Ураган остановил движение транспорта, срывал крыши с домов и повредил газопровод. Молния подожгла 2 частных сооружения, а дерево, падая, убило мужчину.
Очень похожая непогода повторилась 4 июля 2011 года. За несколько часов в город вылилась почти месячная норма осадков. Ветер поднялся до 36 метров в секунду. Упали сотни деревьев, одно из них убило женщину. Но Харьков в тот день испугался по другой причине. Над городом снова нависла угроза техногенной аварии. Молния ударила в подстанцию безлюдовских очистных сооружений и вывела ее из строя. Однако на Диканевке подключили 2 дополнительных насоса, и на этот раз она успешно справилась с большим потоком воды. Ливни 1974, 1995 и 2011 годов, хотя и повлекли трагические последствия, не были рекордными. А самый большой дождь в истории Харькова выпал совсем недавно, в 2020 году. 13 июля 5 лет назад над городом пронеслась гораздо более мощная гроза, чем накануне. В течение 12 часов в городе выпало 90 мм осадков. Это 150% месячной нормы. Стихийное бедствие может вызвать не только дождь и ветер. Однажды причиной харьковского коллапса стал снег. Вообще, многоснежные зимы – редкое явление для нашего города. Но в 1970 году произошло иначе. С 17 по 19 января снег шел непрерывно 3 суток, за которые выпала месячная норма осадков. Под окнами намело 3-метровые сугробы. Общественный транспорт остановился, да и для автомобилей город стал непроездным. Старожилы вспоминают, как хлеб из пекарен развозили на санках и лыжах в рюкзаках, иначе его было не доставить. Подобная ситуация в городе повторилась уже 26 января того же года. Снова харьковчанам пришлось добираться до работы пешком, а для чистки улиц привлекли даже танки. Сейчас трудно сказать, какой вред нанесло экономике то стихийное бедствие, потому что в советские времена такие данные никто не обнародовал, но вспоминает о тех снегопадах в городе до сих пор. Лето 2024 года оказалось в Харькове самым жарким за всю историю медианаблюдений. Оно было еще и самым засушливым. К такой неблагоприятной погоде добавились постоянные пожары. Почти полностью выгорел лес на Журавлевке. Количество пожаров выросло в 5 раз по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Хуже всего стало в сентябре. Город почти ежедневно утопал в пелене смога. В октябре к нему добавились частички песка. Пыльная буря из Центральной Азии докатилась до Харькова. Такие погодные условия нанесли немало вреда здоровью харьковчан, особенно с проблемами органов дыхания. Врачи в то время советовали людям как можно меньше бывать на улице и пить побольше воды. Так что, как видим, ливни, метели, засухи не такая уж и редкость для нашего региона. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на канале.